Всем привет! Вот как видите передо мной вот такие автоматы. Данные автоматы очень старые. Потом у меня есть электросчетчик и вот такой включатель-переключатель. Тоже очень старый. И трехфазники вот такие автоматы. Все они разные и все они очень старые. Плюс очень старый магнитный пускатель. И современный магнитный пускатель. И плюс еще посмотрим, что есть внутри, из чего состоят вот такие старые микрики, сделанные в СССР. Вот такой микрик. Такой. И 73-го года выпуска вот такой звонок. И посмотрим, что в нем тоже есть. Ну, а теперь начнем, давайте, разборку нашу с электросчетчика. А потом по очереди будем все разбирать и смотреть, что внутри есть. Я думаю, там есть ценного. Там должна быть медь, серебро. Давайте посмотрим. Вот, какая его конструкция. Из чего он состоит, видно все. Весь механизм. Видим дата изготовления 2001 года. Ну, давайте посмотрим, что дальше есть. Сняли сам корпус. И вот задняя часть электросчетчика. Уже видно, что здесь есть что-то хорошего. Медик по-любому. И там катушка медная. Плюс немножко алюминия есть. Вот такой электросчетчик, ребятки, который считает наши денежки. Вот немножко я рассортировал, разобрал уже. Осталось разобрать две катушки. Вот сколько получилось меди, железа, латуни и алюминия. Вот что находится в электросчетчике. Есть цветные металлы. Ну что, погнали дальше. Ну а дальше возьмем вот такой электроавтомат трехфазный 70-го года выпуска и посмотрим, что в нем есть. В этом автомате, не знаю, конечно, но мне кажется, должно быть серебра. Итак, крышечку сняли. Вот как выглядит все внутри. Разбираем дальше и смотрим, что там есть. Смотрим, что тут есть у нас. Так. Не будем мучиться, просто давай разобьем этот автомат и все. Итак, тут металл, ничего нету хорошего и ценного. Вот катушечка с медью, латунный болтик, латунный кусочек и сам контакт. Дальше достаю. Итак, все разобрали, размолотили, разломали, достали все ценное и посмотрим сейчас, что там есть. Итак, я уже рассортировал. И в конечном результате вот сколько получилось меди, латуни. Ну, естественно, здесь латунные пластинки, только надо отпаять серебряные контакты. Как видим в данном автомате, вот сколько серебра я снял все. Оказалось, в этом автомате 3 сорта серебра. Значит, 2 контакта вот такие побольше и поменьше на меди серебро. Вот эти жирненькие такие контактики, 3 штучки самые хорошие. Вот эти 3 штучки тоже такие выглядят довольно хорошие, но они магнитное серебро. Видите? Но все равно здесь серебра немало. Ну и подошла очередь к нашему звоночку. И давайте посмотрим, что внутри в нашем звоночке. Что там есть. Год выпуска звонка 1973 год. Офигеть, какой старенький. Давай проверим, или он работает, потому что он выглядит как новый. Опа, он даже рабочий еще. Нифига себе. Но нам он не нужен. Все равно мы его разбомбим и посмотрим, что там внутри.
Вот что внутри. Как видим, в корпусе больше ничего не осталось. Сопротивление и конденсаторы. Больше ничего нет. А здесь вот такая катушечка стоит. Опа! Медик. Вот и все. В звонке есть только черный металл и медь. Ну-ка, погнали дальше смотреть. Посмотрим, что находится вот в таком огромном переключателе. И что он в себе таит. Крышечку сняли, и вот что там внутри. Опа! Отвалилась оська. Металл. Так. Смотрим. Похоже, что тут есть медь. Медик. Следующая пластинка медная. Обратно. Такие же самые медные пластины. Еще один слой. Еще такие же самые медные пластины. Ну и все. Ну и сам корпус. Вот я снял пластиночки наши медные. И вот сколько всего меди было в нашем выключателе. Тяжелого металла и болтик один латуни. И все. Ну и дальше продолжим нашу разборку. Давайте посмотрим, что есть внутри вот в таком микрике. Сделанный в 80-м году. Нижней крышечки уже нету, но есть внутри что-то. Давайте посмотрим. Вот и все. Корпус. Корпус алюминий. Так, смотрим, что тут у нас дальше. Металл. Металл. И вот какой микрик хороший. Но мы его разбирать не будем. Там особо ничего нету. Пару пластиночек. И все. Нам он пригодится. Дальше у нас на разборке вот такой электромикрик. Трехфазный. И давайте посмотрим, что в нем есть. Есть ли там цветные металлы. Крышечка алюминий. Уже хорошо. Опа! Внутри вот что там. Металл. С обратной стороны вот что. Механизм. Опаньки. Выпала одна группа контактная. Смотрим дальше. Вторая группа контактная. Что тут у нас еще есть? Ага. В результате получили мы вот столько металла, столько алюминия, чуть-чуть латуни и вот такие пластиночки и контакты. Контакты. Сейчас посмотрим. А контакты блестят, как у кота яйца. Похоже, что это может быть серебро. Ясненько, потом снимем, посмотрим. А на этом контакте тоже тот же самый блеск. Ну вот, ребятки, я снял серебро вот с этих пластиночек побольше и поменьше. С побольше пластиночек получились вот такие 4 серебряные контакта. И с мелких вот этих латуневых пластиночек вот 4 серебряные контакта. Но здесь серебро на меди. Сколько здесь точно серебра, сказать не могу, но здесь серебро есть. Дальше у нас по плану вот такой трехфазный
электромагнитный пускатель на 60 ампер и с катушкой на 380 вольт. Данный электромагнитный пускатель, он уже современный, где-то 2010 года. Но не знаю, что там содержится внутри. И мне интересно. И думаю, и вам будет интересно, что есть внутри в этом электромагнитном пускателе. Есть ли там цветные металлы? Итак, давайте начнем с этой нижней части. Здесь ничего нет, пусто. Здесь, я так понимаю, ничего нету ценного, только металл черный. С нижней частью мы разобрались, смотрим главную часть, верхнюю. Так, как же тут дальше разбирается? Так понимаю, контактик, да. А второй контактик. Дальше у нас пластиночки. Итак, разобрали мы электромагнитный пускатель. В принципе, если электромагнитный пускатель, должна быть медь, должна быть катушка. Так где она? В корпусе нету. Но я думаю, что в нижнем корпусе она вмонтирована вот в самом вот этим корпусе, вот здесь. Давайте попробуем разрезать болгаркой и посмотреть, точно ли есть здесь медь. Как я и говорил, катушечка с медью, обмотка находится внутри в корпусе запаяна. Вот меди сколько. Видите? Вот какая кучка. Вот сколько контактов в данном магнитном пускателе. Только осталось снять серебро с этих контактов. Ну что, снимаем и смотрим, сколько его получилось. Я думаю, здесь его много, потому что жирненькие контакты такие. Ну, посмотрим давай, что тут к чему. Итак, я отпаял контакты. Получилось 4 контакта серебро на меди и 12 контактов, вот как видите, вот таких больших серебряных. Серебро здесь не магнитное, конечно, серебро здесь техническое, не чистое, но его здесь немало. Ну что, разбираем дальше. Дальше будем разбирать вот такой трехфазный автомат на 15 ампер, очень старый. И в этом автомате 100% есть серебро. Разбирать я его буду вот так. Как видим, в верхней части ничего хорошего у нас нету. А вот в этой части все и есть самое лучшее. Как видим, автомат этот жизни видавший. Даже горевшие контакты. Ну, смотрим, что дальше в нем есть. Вот достали контактную группу. Как видим, вот наше серебро. Внутри еще вот эти контакты. Вот серебро есть. Вот и все, корпус чистый. Итак, ребята, в результате в данном автомате, как видим, чистая медь, металл, латунь и здесь медь и на контактах 6 плиточек серебра. Так, я все отсортировал. Вот чистые контакты, на которых есть, как видим, серебро. Ну что, отпаиваем серебро и смотрим, сколько там его примерно. И вот, ребятки, в итоге, что получилось? Я отпаял контакты, и вот, как видите, 3 контакта с пластинок вот этих, и 3 контакта вот с этих пластинок, где с проволокой. Хочу сделать такое замечание. Могут автоматы быть визуально одинаковые, но в них серебра будет намного больше а в одних меньше. От чего это зависит? А это зависит от мощности автомата. Чем мощнее автомат, тем больше серебра. Ну, например, вот, видите, какие жирные серебряные контакты на пластинах. Хотя это от такого же самого автомата пластинки. Сравним визуально, можно офигеть, какая разница. Видите?
Офигеть, какая разница. Чуть ли не вдвойне крупнее вот эти серебряные контакты вот на данном автомате. Хотя он одинаковый. Я вот отпаял от тех жирных пластин контакты для сравнения. Визуально даже заметно, что разница офигительная. Погнали дальше, посмотрим, что еще у нас есть. Дальше у нас вот такой переключатель на 16 ампер АП-50. Давайте посмотрим, что есть в этом автомате. Есть там серебро, цветные металлы. Вот что внутри в данном переключателе. Вот каким принципом он работает. Одна сторона контактов, вторая сторона контактов. Раз. Все. Вот как выглядит с обратной стороны. Вот какие пластиночки, вместо проводов медные. Здесь ничего нету ценного, железа. Вот катушечки с медью. Видите, какая проволока намотана на данном автомате. Если будет слабее, будет вот такая, тоньше. Если еще мощнее, будет вот такая проволока. Видите, какая разница между автоматами может быть. В результате что мы видим? А мы видим то, что на данном переключателе, к сожалению, нету серебра. Здесь только есть медь и черный металл. Видите, такие же самые контакты, только от другого автомата. На этом автомате, видите, есть напайка серебра. Вот так, это как повезет. Дальше у нас по плану вот такой электромагнитный пускатель, сделанный в 88 году. Давайте посмотрим, что в нем есть внутри. Вот как выглядит внутри. Смотрим, что там внутри. В первой части контакты. Дальше смотрим контактные группы. Катушка с медью. Железки. Контактики открутили. Как бы и все. Смотрим, что тут у нас получилось. И вот наши контактики. Я уже рассортировал. И смотрим, что здесь есть. Как видим, контактов немало. Теперь осталось нам отпаять серебро. И посмотрим, какое оно и сколько здесь его есть примерно. В результате, сколько у нас получилось серебра. Точнее, серебряных контактов. Вот таких побольше. 5 штучек. Вот таких чуть-чуть поменьше. 11, так как один отгоревший. И таких 8 штучек, тоже один отгоревший, было бы 9. А здесь серебро все магнитное. Вот. Абсолютно все магнитное. А если серебро магнитное, значит больше примесей, и там уже чистого серебра где-то только 50%. Было бы серебро не магнитное, там было бы где-то серебра 80%, а примесей уже 20%. Вот такой результат. Ну что, смотрим дальше. Дальше у нас по плану вот такой огромный, жирный автомат трехфазный 88 года на 100 ампер. Давайте посмотрим, что в нем есть. Мне кажется, в нем должно быть много серебра. Разбирать будем вот так. Что я уже вижу? Серьезный здесь автомат. Так. Ого, какие
контакты, сколько меди, толстая какая проволока. Видно, что хороший автомат. Чистый корпус. Вот что творится здесь. Ну-ка посмотрим, что тут у нас есть. А вот этот металл, видите, желтый, одна сторона, вторая белая. И как поточил немножко, блестит желтым. Как будто это латунь. Но, смотрите, какой прикол. Магнит липнет. Интересно, что это за металл и что это за сплав. Как будто латунь, но магнитится. Вот какие здоровенные контакты серебра. Самый жирный автомат и самый богатый. Вот я отпаял серебро от контактов от самого огромного автомата. Это серебро лучше, его здесь больше, так как оно не магнитное. 3 пластиночки. Здесь серебро магнитное. Вот у меня еще есть вот такая коробочка. Когда-то я очень давно разобрал вот таких номер 1 5 автоматов и номер 2 переключателей или автоматов, как кто называет. В общем числе здесь в коробочке значит 10 автоматов. И плюс, что я разобрал на видео. А теперь давайте посмотрим, сколько всего получилось в общем количестве. Меди, латуни, черного металла и самого серебра. Вот все, что я разобрал, плюс еще этих, о которых я говорил раньше, 10 автоматов. Все здесь в куче. Вся латунь, медь и алюминий. Это все, что я разобрал. Вот сколько получилось тоже общее всего черного металла. Полное ведро практически. Ну а дальше смотрим, сколько всего получилось у нас серебра и какого серебра. Значит, получилось здесь капелька серебра на меди, не магнитного. Здесь получилось серебро, не магнитное, но оно мне под вопросом. Не знаю, первый раз вижу такое. Какое-то интересное. Дальше, самое хорошее серебро, вот оно. Оно самое хорошее и плюс оно не магнитное. Здесь 80% серебра в этом составе. Вот это вся кучка. Дальше идет. Здесь тоже какое-то интересное. Серебро на меди, плюс оно магнитное. Вот эта кучка. Здесь не магнитное, но тоже тут странное такое серебро. Ну, наверное, все-таки серебро, но мало там его. Но оно не магнитное. Дальше кучка идет вот это. Здесь серебро хорошее, но здесь оно магнитное. Здесь где-то 50% серебра в составе этой всей смеси. Поэтому вот эта кучка лучше от этой. Но в результате я доволен. Получилось серебра немало. Конечно, было бы хорошо его свесить, но, к сожалению, у меня нету таких весов. На этом я извиняюсь, конечно, но как есть, так есть. Может, кому-то все-таки было интересно это видео. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.